Государство регулирует жизнь людей, дает им образование, собирает налоги и отправляет на войну. А как жили люди без государства? Люди, похожие на европейцев, при капитализме, не племена индейцев. Было на Земле место, где люди жили без государства. Называлось оно Дикий или Дальний Запад, по-английски Far West. Вот там жили люди современного уклада жизни, с капиталистическими отношениями, в принципе похожие на нас. Только жили они без государства. Жили они по законам анархокапитализма. Анархокапитализм — это либертарная идеология, провозглашающая полный отказ от государства. При анархокапитализме все государственные функции передаются частным компаниям. Например, функции полиции в городе выполняет избираемый горожанами шериф. Их обороной занимаются частные военные организации. Это позволяет исключить любое вмешательство в рынок и дать ему всестороннее развитие. Так жители сами решают, какой процент налогов направить на медицину, а какой на инфраструктуру. Анархокапитализм входит в идеологию либертарианства. Само либертарианство возникло в Америке в XX веке как смешение идей классического либерализма и анархизма. Либертарианство делится на умеренное направление минархизм и радикальную анархокапитализм. Соединенные Штаты Америки возникли в 1776 в результате борьбы за независимость 13 английских колоний. Поначалу это было небольшое государство. Оно граничило с европейскими колониями на востоке континента. Может, оно бы так и осталось периферийным государством, но тут случилось большое событие. В Европе Наполеон вел войны, захватывая одну страну за другой. Ему нужны были деньги, колонии их приносили мало, только отвлекали на себя ресурсы. Наполеон решил продать американские территории во что бы то ни стало. Лучшим покупателем стали США. В 1803 году американский президент Томас Джефферсон сумел организовать покупку французских колоний. Французские владения, называемые Луизианой, были проданы, территория США увеличилась вдвое. Туда увеличился поток мигрантов. В основном это были безземельные крестьяне. Они ехали на запад за землей и наживой. Американцы шли на запад в частном порядке, огнем и мечом добывая себе землю, которая потом станет их родиной. К середине XIX века они вышли на побережье Тихого океана. Происходил этот процесс стихийно, до дальних уголков страны власть не дотягивалась. Государство лишь вело Американо-Мексиканскую войну 1846-1848 годах. А вот с индейцами колонисты в основном сражались сами, без помощи государства. Они были вооружены. Американская конституция до сих пор позволяет носить гражданам оружие согласно второй поправке. Как же жили люди без государства? В сравнении с европейцами неплохо. Большинство жителей США — это потомки безземельных крестьян. В Европе земля находилась в частном владении. Она принадлежала либо аристократам, либо фермерам-кулакам, иногда церкви. Землю приходилось арендовать. Иногда это приводило к катастрофическим последствиям. Вспомним голод в Ирландии 1840-х годов. Этот остров был колонизирован англичанами и поделен между лендлордами. Они взимали плату с ирландцев, оставляя их в нищете. Когда случилась эпидемия картофельной плесени, четверть населения острова вымерла от голода. Значительная часть ирландцев, чтобы выжить, отправилась в Америку. Там у них открылась огромная перспектива. Целый континент со свободной землей. Право частной собственности за индейцами никто не признавал. Была возможность занять любую территорию на Западе, превратить в фермерские угодья. Чем колонисты и занимались огнем и мечом, прорубая путь на Запад. Здесь рождалась американская культура. Ковбои — это фермеры-пастухи, приезжали в городки для продажи и развлечений. Там появлялись бары-кабаре. Тут же завязывались перестрелки. Для охраны правопорядка жители выбирали шерифа, он и сейчас в Америке выборный. Визитная карточка Америки, джинсы также были придуманы для ковбоев. Сделал это предприниматель Леви Штраус. От его имени происходит марка Levi's. Государство, по сути, никак не вмешивалось в жизнь людей на Диком Западе. Они сами носили оружие, сами разбирались, кто прав, кто виноват. В основном без судов. Даже если кого-то объявляли в розыск, то поимкой занимались в основном охотники за головами, частные детективы. Поскольку большинство работало на себя, то необходимость государственного регулирования просто не существовала в головах людей. Так продолжалось до промышленного освоения Запада. Когда экстенсивное развитие закончилось, американцы вышли на берег Тихого океана. Выросли города, появилась промышленность. Началось расслоение, люди стали наниматься на работу. Исчез принцип «человек-предприниматель». Хорошая эпоха закончилась.
Но это взгляд со стороны ковбоев. Конечно, анархокапитализм на деле не был радужной картиной, причем вовсе не потому, что между ковбоями случались перестрелки. Перестрелки везде случаются. Дело в том, что на Диком Западе происходил планомерный геноцид индейцев. Он был следствием войны между коренными жителями и колонистами. Причем вели его изощренным способом. Колонисты знали, что основой образа жизни индейцев является охота на бизонов. Эти величественные животные заселяют американские прерии миллионы лет. Индейцы на лошадях охотились на них с луком и стрелами. Собственно, лошадей туда завезли испанцы, они одичали, частично были приручены индейцами. До прихода испанцев охота велась пешком. Индейцы убивали столько бизонов, сколько им было нужно для жизни. Охота приносила шкуры и мясо. Так было тысячелетия. В это время европейцы почти истребили зубров у себя на континенте. И вот когда европейцы приплыли в Америку, они начали массово истреблять бизонов. Массовое истребление бизонов началось с начала XIX века. Охотились как ради шкур и мяса, так и специально для сокращения охотничьих угодий индейцев. Иногда железнодорожные компании нанимали охотников для отстрела животных, ведь они сбивались в огромные стада, которые не удавалось отогнать от путей. Американский генерал Филипп Шеридан писал: «Охотники за бизонами сделали за последние 2 года больше для решения острой проблемы индейцев, чем вся регулярная армия за последние 30 лет. Они уничтожают материальную базу индейцев, пошлите им порох и свинец, коли угодно, и позвольте им убивать, свежевать шкуры и продавать их, пока они не истребят всех бизонов». Охота приобрела массовый характер. В год убивали больше 2 миллионов бизонов. Вот что пишет «Современник». Повсюду виднелись бизоньи тропы, но живых бизонов не было. Лишь черепа и кости этих благородных животных белели на солнце. Численность бизонов изначально насчитывала около 50 миллионов голов. К концу XIX века осталось несколько тысяч. Вместе с истреблением бизонов происходило вымирание и индейцев. Лишившись экономического базиса, они проиграли войну американцам. С 1863 года они насильно переселяются в резервации. От окончательного вымирания бизонов спасло государство. В 1872 году был создан Йеллоустонский заповедник. Там бизоны получили укрытие от охотников. В 1894 году охота на них была запрещена. Так что если вам будут рассказывать, как хорошо живется людям без государства, не верьте. Ведь индейцы тоже люди, вдруг вы окажетесь в их положении. Многие из нас любят вестерны. Помните песню из фильма «Человек с бульвара Капуцинов»? А вот за что я люблю ковбоя. Ковбой — герой волшебных снов. Настолько ли романтичны были эти герои в реальной жизни? Мужчины и женщины, отправлявшиеся на Дикий Запад через североамериканский континент, сталкивались с суровыми условиями жизни, труднопроходимой растительностью и непредсказуемым климатом. Наличие источников чистой воды имело огромное значение. Отсутствие удобств, дни и недели без ванны, проживание в тесных помещениях — все это жизнь, наполненная неприятными запахами, постоянным отсутствием гигиены. Это и есть жизнь ковбоя. Спать приходилось на кроватях из соломы и сена. Постельное белье менялось нечасто. В результате ковбою приходилось мириться с неизбежными соседями, вшами и другими насекомыми. Роуз Пендер, посетивший американский Запад в период с 1883 по 1888 года, в своей книге позже вспоминала одну ночь, когда пыталась уснуть. Жуков и кровососущих насекомых было так много, что я совсем не спала. Чистая вода была проблемой на Диком Западе. Над застойной водой часто парили мухи и прочие насекомые. Дождевую воду собирали в цистерны, часто туда попадала пыль, грязь. Чтобы сохранить воду, люди воздерживались от мытья посуды и стирки. Принимая ванну, целые семьи мылись в одной и той же воде. Фрэнк Клиффорд и Джон Фрэнсис Уоллес в мемуарах рассказывали о том, как мексиканские женщины мыли волосы мылом, сделанным из растения юки. После него волосы были мягкими и чистыми. Поселенцы делали мыло из животного жира. Из него же изготавливали свечи. Домашнее мыло было жестким и часто вызывало раздражение кожи. Запах тела считался естественной частью жизни. Более того, люди верили, что чистота раскрывает поры и тем самым делает их уязвимыми перед бактериями и микробами. То есть, чем меньше купаешься, тем здоровее живешь. Никаких зубных щеток, паст и стоматологов не существовало. Все проблемы с зубами решали цирюльники и кузнецы.
Они с помощью плоскогубцев доставали больной зуб. Обезболивающим служила хорошая виски. Зубные щетки присутствовали на некоторых больших остановках дилижансов. Они были общественными. Зубы чистили по очереди все проезжающие. К зубным щеткам прилагались специальные ножи для удаления остатков пищи между зубами. Тоже общие. У баров на Диком Западе не было стульев. Достаточно было проложить внизу трубы или рельсы, на которые можно было опереться ногами. Рядом находилась плевательница и полотенце, чтобы потом вытереть рот. Еще одна проблема — пыль. Ее присутствие было повсеместным. Пыльные бури и сильный ветер угрожали жизни домашнего скота, уничтожали урожай, загрязняли дома. Сара Реймонд Хёрнден, молодая девушка, путешествовавшая по Монтане в 1860-х годах, писала об этом так: «Пыль — это ужасно. Кажется, что ее по колено в некоторых местах. Я никогда не видела так плохо. Пыль прилипала на лица. Мы прошли 20 миль и остановились, чтобы разбить на ночь лагерь. Через какое-то время на лицах наших мальчиков можно было увидеть только отверстия на тех местах, где должны быть глаза, нос и рот. Так как стирка и мытье посуды происходили в той же воде, что использовалась для питья, эпидемии холеры были неминуемы. Одна из таких в середине XIX века унесла тысячи жизней среди эмигрантов-мормонов. Они считали ее божьим наказанием и испытанием веры. Но более опасной была оспа. Она погубила множество индейцев. Ну и для того, чтобы выжить, у каждого мужчины должно быть оружие. Никто не будет разговаривать с тем, у кого нет кольта.